На производстве каждая секунда на счету, а цена ошибки измеряется сломанным оборудованием и сорванным планом. На столах снабженцев, инженеров, технологов и операторов станков с ЧПУ каждый день появляются маленькие пластиковые коробочки с загадочными буквенно-цифровыми кодами. Этот шифр кажется сложным набором знаков, но именно в нем заложена судьба детали. Выдержит ли инструмент колоссальной нагрузки или превратится в осколки? Мало кто знает, что за первыми буквами скрывается не просто название, а геометрия, меняющая всю физику резания. Стандарт ISO – это единый международный язык, понятный специалистам в любой точке земного шара. Маркировка наносится на этикетку с обратной стороны или с торца упаковочной коробки, чтобы технолог мог мгновенно найти нужный инструмент на стеллажах. Каждая буква и цифра в этой строке строго определяет один из геометрических параметров или точность инструмента. Первое, на что падает взгляд при чтении этого шифра, определяет силуэт будущей пластины. И здесь форма диктует свои суровые правила. Начальная буква маркировки открывает геометрию пластины, определяя ее прочность и проникающую способность. Буква C указывает на ромбическую форму с углом при вершине 80 градусов. Это мощный силовой контур. Буква V обозначает более острый ромб с углом всего 35 градусов, предназначенный для тонких и деликатных работ. Однако круг задач технолога гораздо шире ромбов, и для тяжелой или универсальной обработки требуются совершенно иные силуэты. К примеру, буква S в начале кода указывает на квадратную пластину, обладающую максимальной прочностью режущей кромки благодаря прямому углу. Буква T представляет классический равнобедренный треугольник, золотой стандарт универсальности на токарном производстве. Правильный выбор формы напрямую влияет на жесткость технологической системы и стойкость инструмента. Разобравшись с плоским силуэтом пластины, взгляд технолога опускается ниже, ведь деталь имеет не только длину и ширину, но и боковой профиль. Второй символ шифра отвечает за задний угол инструмента, который определяет трение между пластиной и обрабатываемой деталью. Пластины без заднего угла идут под прямым углом 90 градусов. У них этот параметр равен нулю. Код C раскрывает угол в 7 градусов, а буква B в 5 градусов, что сразу видно по характерному конусному скосу на боковой грани. Отсутствие трения критически важно для качества поверхности, но даже самый идеальный угол окажется бесполезным, если пластина изготовлена с большим разбросом размеров. Кстати, больше видео в моем закрытом сообществе на Boosty, там все разборы очень подробно. Заходи, ссылка будет в первом закрепленном комментарии и описании. И, кстати, я там оставил такую шпаргалочку для расшифровки пластин. Третья буква маркировки определяет допуски и точность изготовления пластины, разделяя инструмент на стандартный и прецизионный. Буква М указывает на стандартный допуск, который применяется в большинстве универсальных токарных операций. Символ же G обозначает высокоточные, тщательно шлифованные пластины с минимальными отклонениями размеров. Понимание класса точности позволяет избежать брака на чистовых операциях, но точность должна быть надежно зафиксирована в самом теле державки. Четвертый символ описывает тип пластины, объединяя в себе способ крепления на державке и конфигурацию стружколома. Этот параметр указывает, имеет ли инструмент отверстие, как выполнена его фаска и с какой сторон нарезаны стружкоотводящие канавки. Разнообразие конструкций позволяет технологу подбирать оптимальный прижим под конкретные условия резания. Наиболее ярким примером такой сложной архитектуры служит самая распространенная в мире двухсторонняя пластина. Символ G на четвертой позиции означает двухстороннюю пластину без заднего угла, предназначенную для крепления штифтом или прижимом. На ее верхней и нижней гранях симметрично нанесены стружколомы, что удваивает количество рабочих кромок и делает ее экономически выгодной. Наличие прямого отверстия под штифт гарантирует надежную фиксацию при тяжелом черновом точении. Но когда габариты детали диктуют компактность, на смену штифту приходит изящное винтовое крепление. Буква Т указывает на
одностороннюю пластину с задним углом, которая крепится винтом через специальное отверстие с фаской. Код М определяет двухстороннюю пластину без заднего угла, но со стружколомом только на одной стороне. Буква А обозначает гладкую пластину без стружколомных канавок, используемую для специфических условий обработки. Выбор типа прижима завершает буквенную часть кода, переводя технолога в мир точных физических измерений, выраженных уже в цифрах. Цифровая часть маркировки начинается с двух знаков, определяющих длину режущей кромки инструмента. Например, число 16 обозначает длину грани около 16 мм, а 12 или 0 – 9. Соответственно, 12 и 9 мм. Для сверхтяжелых работ применяются гиганты с обозначением 25. Масштаб пластины должен строго соответствовать глубине резания и размерам обрабатываемой детали. Но длина кромки – это лишь половина дела, ведь пластина должна сопротивляться изгибающим нагрузкам. Вторая пара цифр кодирует толщину твердосплавной пластины, защищающую инструмент от скалывания при ударах. Обозначение 0,6 указывает на толщину 6,35 мм, а 0,4 соответствует 4,76. Для более тонких пластин применяется код Т3, скрывающий толщину 3,97 мм. Этот силовой параметр закладывает прочность инструмента, но характер его взаимодействия с металлом определяет самый кончик режущей кромки. Замыкающие цифры кода обозначают радиус скругления вершины пластины, напрямую определяющие шероховатость готовой детали. Радиус 0,4 делает вершину острой, идеальной для чистовых проходов, без вибраций. Крупные радиусы 16 или 24 затупляют вершину, подготавливая ее к тяжелому черновому резанию на больших подачах. Правильный выбор радиуса завершает расшифровку геометрии по ISO. Но на этикетке коробки скрыта еще одна важнейшая, пожалуй, информация. Ниже основного кода производитель размещает графическую сетку применимости сплава по группам материалов. Буква П в синем поле указывает на применение по сталям, М в желтом по нержавеющим сталям, а К в красном по чугуну. Точки на этих полях показывают, для каких именно материалов оптимизирована данная пластина. Знание свойств сплава предотвращает мгновенный износ инструмента, но для успешного резания необходимо настроить оптимальные рабочие параметры станка. Если обратите внимание, на этикетке коробки всегда нанесены стартовые, минимальные и максимальные значения режимов резания. Эти данные включают скорость резания, подачу на обороты и рекомендуемую глубину прохода для оптимальной работы стружколома. Соблюдение этих параметров гарантирует стабильный процесс обработки и предсказуемую стойкость пластины. Собрав все элементы шифра воедино, специалист получает абсолютный контроль над технологическим процессом без непосредственного контакта с металлом. Владение системой ISO позволяет технологу решать сложные производственные задачи удаленно, не держа инструмент в руках. По маркировке мгновенно подбирается нужная токарная державка, гарантируя идеальное сопряжение поверхностей. Также это дает возможность безошибочно находить полноценные аналоги у различных производителей при перебоях в снабжении. Однако стройная и универсальная система ISO таит в себе ловушку, о которой забывают даже самые опытные мастера. Необходимо помнить, что рассмотренная система обозначений строго ограничена токарными и фрезерными пластинами общего назначения. Для специализированных отрезных, канавочных и резьбовых пластин данный стандарт неприменим, так как они работают по совершенно иным законам. Понимание этих границ убережет специалиста от досадных ошибок при заказе инструмента. Глубокое освоение маркировки ISO превращает обычного рабочего в настоящего мастера своего дела, способного управлять металлом силой точного расчета. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возможно дизлайки, и всем добра. Пока-пока.